Друзья мои, всем большой привет! Но я прям без вас не могу. Решила опять с вами поговорить и решила, думаю, покажу вам свой маленький оазис, свой такой скромный уголок зелени, который находится у меня в большой комнате. Девочки, ну вот это стоечка с орхидеями. Спасибо, что мне подсказали название этой красотки. Она очень класснючая, очень прикольная. Но я уже забыла. Что-то... В общем, Red Rose, Чан, что-то... Чан, Хуэй, что-то там. Red Rose. Вот я запомнила окончание Red Rose. Девочки, ну это вообще одна из моих первых орхидей. Вообще красотка. Красотка. Это красавчик Magic Art. Все вы его знаете. Он просто великолепный. Просто бомбический. Здесь рядышком на 4 цветоноса Golden Beauty. Очень красивая дамочка. Очень красивая. Посмотрите, смотрит в окно. Вот так она у меня растет здесь. Еще бутошки не все раскрыла. Такая вот, смотрите, какой аппетитный цвет. Яркая. Вот эти 2 цветоноса уже выгорают. Видите? Они раньше распустили свои цветочки, уже выгорают. А эти попозже. И эти, смотрите, какие яркие. Прям рядышком вот здесь притаилась вот такая желтая красотка. Не знаю, девчонки, может быть это Голдион. Обратите внимание на петалии. Они прям, смотрите, такие вот волнообразные. Видите? Ну не бабочка, но все равно красавица. Вот еще бутончик остался. Супер. Такая, знаете, вот по сравнению с этой, это более в оранжевый, в персиковый уходит. А это вот такая вот, видите, девчонки, более желточек такая, желтенькая. Так, что вам еще показать? На этой же, ну, там с обратной стороны сейчас вам кота покажу. И фронтеру. Но пока я стою здесь, у меня здесь внизу стоит рождественник. Девочки, это вообще, это какой-то кошмар. Я его ругала, он у меня не хотел цвести, как обычно, в декабре. То есть рождественник к декабрю, к Рождеству, вернее, в декабре обычно, в конце декабря. Он у меня был в прошлом году, как и в те предыдущие годы, был усеян просто букетами, цветочками. В этом году, думаю, ну все, красавчик. Ну куда только места столько занимаешь. Вот он внизу у меня так стоит, на самом нижнем уровне. Почему здесь? Потому что он нигде не вмещается. А если туда ставить орхидеи, ну в принципе орхидеи, наверное, будет здесь маловато мест. Не места, а света. Вот у меня еще есть 2 вакансии. Но видите, тут темновато для них будет. Надо подсветку делать. Ну в общем, я ругала его, ругала. И вот смотрю, девчонки, кое-где появляются бутончики. Кое-где, вот смотрите. То там, немного, но появляются. Но извините, уже скоро весна. Он решил бутончики мне показать свои. Ну, как-то так, девочки. Так, здесь у меня тоже часть растет. Не знаю, как-то мне было жалко. Отломалась веточка, я ее сюда воткнула в горшок к кротону. Это у меня кротоша. Это мой любимый кротоша, он такой эффектный. Девчонки, смотрите, такой красавчик. Любите такие цвета? Я очень люблю. Яркие. Желто-зелено-красный, непонятно какой. Он у меня уже тут гнется. Палочка его, стволик. И, в общем, я воткнула на свою голову. Ну, вот этот, вот так вот мой декабрист, рождественник. Вот так вот он цветет. Видите, он классический. И вот этот уже тоже вот решил исправиться. Вот уже распустил бутончик. Вот еще бутончик у него. Ну тоже, в принципе, цвести тоже будет. Видите, есть бутончики. Вот так вот. Сейчас залезла, смотрю. Был у меня там, стоял под фикусом замиокулькас. Надо мне его, конечно, продушевать. Сейчас включат электроэнергию, будет светло в ванной, я его продушую. Почему достала?
покажу вам, смотрите, какую он новую, растет новый стебель. Ну, есть название у этого стебля ботаническое, именно у замиокулькасов, честно говоря, я помнила, но не помню. И вот в тени, вот он там в зарослях стоял, вот прям в зарослях, прям вот за фикусом, за моим. И вот в тени он, из-за того, что зима и мало солнышка, видите, какое расстояние между листьями большое. Посмотрите, видите, вот такой получился, лысоватый. То есть палку выгнал, но здесь уже как-то немножко на конце листики погуще пошли. Ну, в общем, вот так вот. Надо обязательно его от пыляки, видите, какая пыляка. Они очень любят, когда их душуют душиком. Ну, я так, чтобы не мочить грунт, девочки, сверху просто насыпала, замульчировала корой от орхидей. Но она не новая кора, это орхидею пересаживала и просто сверху насыпала. Поливаю не часто. Видите, какие вот у него запасы воды. Вот в эти вот свои стволики он делает запасы воды. И вот уже полный горшок этих нарастил. И вот новый, видите, какой? Прям такой, ух. Как это? Стебель. Видно, что наполнен, и когда им не хватает влаги, они усыхают. Но стараюсь часто не поливать, потому что там клубни, и они могут сгнить. Вот так вот сделала им вот такую вот подставочку. Думала, что будет высоко, нормально. Вот это вот просто не доставала. Девчонки мне там писали, так надо, говорит, вот эти вот ноги пообрезать, пооткусывать и ниже поставить. Думаю, ладно, уж пускай будет так. Так, ну вот здесь у меня фикус. И моя вот эта вот драцена. Она красивая, но очень, знаете как, сказать, что особо прихотливая. Это она лаймовая, лайм-лайт. Такой подвид у нее, лайм-лайт. Лайм-лайт, вот. Не могу выговорить. Она что-то у меня, девочки, чахла. Там даже как-то я ее размножала, видите, вон обрезала вторую половинку, вторую голову, короче. Я ее, в общем, так, была драцена, вот эта росла у меня. Я ее, она чахла-чахла, я ее обрезала, укоренила, посадила в другой вазон, она у меня в другой комнате. И вот это, и она дала мне вот такое вот, видите, ответвление, и вот пошла растить свою новую голову. Ну, я от нее не в восторге, вообще она симпатичная, но я что-то от нее не сильно в большом восторге, потому что постепенно вот и постоянно она вот такое вот, видите, делает. Что-то я про нее не знаю, либо это естественный процесс, девчонки. Постепенно, вот так постоянно, вот она формирует этот ствол. И вот надо ее, я тут уже ее привязывала, она падает, надо ее к стеллажу привязать. В общем, жду, вот пока не отрывается, я не дергаю листики, которые портятся, начинают. И я посмотрела, что она что-то так тоже не особо активно растет, но знаю, что это вредина. И я ей подсадила алоэ, видите? Подсадила, ну там был такой маленький кустик. Я думала, что он как бы не примется. Не тут-то было. Он очень быстро принялся, и он уже, видите, вот, стреляет себе подобных. Так, здесь рядом у меня какой-то апельсинчик. Ну, он такой, знаете, его комнатные условия не устраивают. Так, идемте дальше. На эту сторону березки. Здесь у меня фронтерка цветет, девчонки. И продолжает, смотрите, наращивает цветонос. Мне нравятся очень вот эти последние цветочки, которые имеют такой ягодный окрас. Видите? Те, которые раньше распустились, открылись, у них фон такой, видите, белесый. А у этих, у последних, ягодный. Класс. Вот мне вот в таком виде она больше нравится. С розовинкой. Вот тут два цветочка на старом цветоносе, а на новом вот такой вот букетик. Притащила я из кухни сюда пирата. Девочки, пират — это что-то обняться и плакать.
Посмотрите, вот этот цветонос старый, вот как я его закрутила, видите? Пошел, 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 пошел. В общем, короче, вот отсюда он, если вы видите, вышел, и вот его кончик. И этот кончик продолжает, девчонки, он продолжает наращивать бутоны и продолжает расти. И я не знаю, тут уже, наверное, ну, 1,5 метра, наверное, девочки, уже точно будет. Видите, начало цветоноса, круг почета, кончик цветоноса. Я сюда прям его вот фронтеру вот так вот. О, видите, вот он. Я вот сюда за фронтеру его запрятала, зацепила, говорю, ну вот тут вот и виси. Раз тебе так нравится висеть, вот тут вот и вот он повис тут и висит. Я не знаю. По-моему, ему все равно, переносишь его, не переносишь. А это у него новый цветонос. И вот на новом цветоносике он выдал вот 4 цветочка уже распустил. И вот бутончик растит. И носи его куда хочешь, в разные стороны, в разные комнаты. Он себе цветет, и цветет, и цветет, и ничего ему не мешает. Так, ну это, девчонки, любимчик публики, Котофей. Ну, в этом году он у меня такой, я вам его уже показывала, цветет пышненько, умничка, умничка, красавчик. Вообще суперский, насыщенный, красивый. Цветочек плотный, фактурный, прям чувствуешь, когда проводишь, прям чувствуешь каждую вот эту вот, ой, пятнышко каждое чувствуешь. Вообще, красавец. Красавец, что вам сказать? Вот такой вот он красавец. Ягодный тоже. Они тут с Фруней стоят на парочку и смотрят в окошко. Такие два красавчика. Вот видите. Так, на окошке тут у меня на томике со стихами стоит 2 вазончика. Один вазончик вот с этой красоткой. Вот. Узнали? Сейчас я вам показывала уже ее. Вот она. Набирает цвет. Это пахнучка, пахучка. Посмотрите, да? Но пока еще, девчонки, она бледная. Пока она еще бледная. Shiny Girl. Girl, я ее называю. Shiny Girl. Она постепенно наберет свой цвет. Водички тут немножко у нее на донышке. Ну, любит попить, я вам рассказывала. В общем, стоит тут у меня просто подоконник холодный. Я подставляю книги. Ой, решила я, что ей будет лучше на естественном свету. Ну, а это моя, если вы помните, белая орхидея, давным-давно, которая пропала. И вот ее детка. И детка наконец-то начала, вот смотрите, обзавелась своими корешками. И они устремились в грунт. Я потихонечку обстригла. Сейчас, девочки, покажу. Потихонечку я обстригла ей излишки от мамки, которые были, там какие-то пропавшие корни. Я так обстригаю то, что пропало, и вытаскиваю. Обстригаю, вытаскиваю. Вот еще этот пенек держится, потому что вот этот корень, хоть и желтый, но он еще, мне кажется, функцию свою выполняет. И там материнских корней еще достаточно. Ну, вот у нее вот такие вот, видите, толстые корни. Она похожа, как же, ой, белая орхидея, даже, ну, я нашла ее название сорта, и опять забыла. Ну ладно, Кембридж, по-моему, Кембридж, да, вот похожа на Кембридж. Но у нее такая, знаете, странность у этой орхидеи. Она пропадает, дает детку, детка пару лет цветет, опять пропадает, опять дает детку. Это уже, по-моему, второй или третий, по-моему, 3-й раз уже. Ну, такая вот. В общем, девчонки, вот такой мой здесь зеленый уголок, цветущий цветник, моя клумба. Не знаю,
Растет оно себе здесь все. Стал фикус немножко у меня, девчонки, сыпать листьями. Вот только что, но у него это периодически нормальное явление. Он бывает раз в полгода, раз в год, вдруг ни с того ни с сего начинает желтеть листики, и они начинается, короче, листопад. Может, это какое-то явление характерное для фикусов, потому что ничего в его уходе не меняется. Содержание как было, так и есть. Боже, это такая зелень нежная. Вот как только замиокулька сдает новую, вот этот вот новый побег, он такой прямо нежно-зеленый. Нежный очень. В общем, девочки, не знаю. Пока так. Вот самая большая проблема — это вот затащить вот этого здоровяка, фикуса, затащить его в ванную и душем смыть с него пыляку. Потому что, ну, вы же понимаете, когда он же стоит месяцами и весь покрывается пылью. Знаете, я, кстати, его купила маленьким кустиком несчастным на 3 веточки. И вот с этого потом я заплела эти 3 веточки. Я сплела между собой, видите? Делала косы, наплела. И вот такая вот огромная копна выросла. Ну, лет за 10. Такой вот большой. Вот такой вот большой. Не знаю, девчонки. Кому надо, кто живет в Одессе, обращайтесь, нарежу. Не жалко. Я его раз там в год пытаюсь что-то там настричь. Ну, беру просто так, тык-тык-тык-тык, обрезаю. Я осенью понарезала и поставила в парадной. Кто хотел, тот себе взял. Ну, водичку поставила. И кто захотел, тот взял. Корешки он быстро отращивает. Девочки место занимают. Видите, у него такой продолговатый листик и остренький кончик у листика. Это сорт Данио. Я нашла в интернете, что Данио, что фикус Бенджамина, еще там на какие-то подвиды, ну не подвиды, есть какие-то названия по форме листа. И вот такая вот форма листа, вот такой зеленый, вот с таким вот, видите, вот таким окончанием, называется Данио. Вот, видите, как сосулька. Вот сосульки вот такие. Ну, прикольный. Кто любит зелень, нормально. Любит он не солнечный такой яркий свет, а полутень. Ну, конечно, он расти не будет в темном углу, но и на солнце он тоже начнет бросаться листвой, пересыхать быстро, гореть. Вот от окна, в метре от окна, это самое-самое, что надо для него. Все, девочки, еще раз вам показываю вот эту красоту. Зелень зеленью, зелень зеленью. Потому что я, наверное, избавлюсь от этого красавца. Ну куда? Куда? Наверное, кому-то все-таки я его подарю. Это просто. Ну вот когда начнет цвести, покажу вам. Вот когда он начинает расцветать, я его люблю. Красивый. Видите, какой старый? Такие уже старые стебли. Аж прямо деревенеют уже. Ай. Ну, орхидеи, конечно, это что-то. Особенно мой любимчик меня в этом году просто наповал. Это у него здесь такое ответвление, видите, вот. И он на нем дал, сейчас, вот, три цветочка. Они как-то тут присоседились. Такой был ровный каскадик. И тут раз, и 3 цветочка еще. Ну, красивый, аппетитный такой. А это тоже красавица. Долго цветет, уже очень долго. Радует. Вот бутончик тоже растет. Ну и желточки. Желточки, само собой, очень симпатичные девочки. Но эта красотка тоже не отстает. Видите? Такая интересная. Все смотрим в окошко. Радуемся новому дню. Все, девчонки, была рада с вами поболтать. Пишите, как ваши дела, как ваши растения себя чувствуют. Спасибо, что заходите, комментируете, ставите лайкосики. Всем мирного неба, всех обнимаю. А посмотрите, когда прорисовка на нижних сепалиях такая ярко-красная.
так бы и съела его, красавчика. Все, друзья мои, всем большой от нас привет, мирного неба и крепкого здоровья. Скоро весна, настроение уже, знаете, как цветы уже скоро, ну они уже начали чувствовать, что весна. Уже там какое-то движение по корешкам пошло, по листикам. И вот тоже вот я ощущаю, что я тоже уже чувствую, что весна. Уже какой-то, знаете, в воздухе такой какой-то уже пахнет весной. И уже пение птиц тоже. В общем, все радуемся наступлению весны. Все, друзья мои, всех обнимаю. Пока-пока.